Медведь весит в 20 раз больше. Волк быстрее на прямой. Рысь ловчее в прыжке. Но когда росомаха выходит к добыче, все трое уходят. Без боя. Просто разворачиваются и уходят. Не потому, что не могут победить, потому что не хотят платить ту цену, которую потребует росомаха. Я, честно говоря, когда начал разбираться с этим зверем, не мог остановиться несколько дней. Каждый следующий факт противоречил предыдущему представлению. Маленький, но непобедимый. Одиночка, но держит территорию в 1000 квадратных километров. Не самый быстрый, не самый сильный, не самый крупный, но самый неудобный хищник тайги. Тот, с которым никто не хочет связываться. Сегодня говорим о росомахе, о звере, который живет на краю возможного, о существе, чья репутация настолько превышает его размер, что кажется выдумкой. Но это не выдумка. Это просто росомаха. Начнем с размера, потому что размер здесь первый парадокс. Росомаха весит от 8 до 18 килограммов. Крупный самец максимум 25. Длина тела от 65 до 90 сантиметров. Это примерно средняя собака. Лайка, бигль. Ничего особенного на первый взгляд, но посмотрите на лапы. Они непропорционально огромные, широкие, с длинными полувтяжными когтями. Лапа росомахи работает как снегоступ. Давление на снег распределяется так, что зверь почти не проваливается там, где лось уходит по грудь. Именно поэтому росомаха догоняет лосей зимой. Не потому что быстрее, а потому что лось вязнет, а она нет. Тело приземистое, мощное, с низким центром тяжести. Голова крупная относительно тела, с огромными челюстями. Сила укуса росомахи на единицу веса – одна из самых высоких среди всех наземных хищников планеты. Она перекусывает кости, которые не под силу волку. Замороженное мясо – без проблем. Именно поэтому ее латинское название «гуло-гуло» означает просто «обжора». Она ест все, включая то, что другие не могут даже разгрызть. Мех росомахи – отдельная история. Густой, длинный, с особой структурой волоса. Влага не задерживается и не замерзает. Коренные народы Севера использовали мех росомахи для отделки капюшонов именно по этой причине. Выдыхаемый пар не оседает инием на меху вокруг лица. Никакой другой мех не дает такого эффекта. Ни волчий, ни медвежий, ни лисий. Это не случайность эволюции. Это адаптация к жизни при минус 40. Там, где большинство хищников просто не выживает. И вот тут начинается самое интересное. Потому что росомаха не просто выживает на севере. Она там царствует. Росомаха — это куньи. Семейство, в которое входят выдра, норка, соболь, барсук, горностай. Казалось бы, компания не самая грозная. Но росомаха — крупнейший наземный представитель этого семейства. И она вынесла из него все лучшее. Выносливость, злобность, непредсказуемость и абсолютное отсутствие страха. Ареал росомахи циркумполярный. Это значит, она живет кольцом вокруг Северного полюса. Тайга, тундра, субарктика, Россия, Скандинавия, Канада, Аляска. Там, где зима длится 8 месяцев и температура падает до минус 50, там ее дом. Она не мигрирует, не впадает в спячку, остается и живет. Численность росомахи в мире около 30 тысяч особей. Это немного. Для сравнения, волков на планете около 200 тысяч. Росомаха редка, но ее присутствие в экосистеме ощущается несоразмерно ее численности. Почему? Потому что она занимает территорию, которую не занимает никто другой. Один самец росомахи контролирует от 500 до 1500 квадратных километров. Самка – от 100 до 500. Это одни из самых больших индивидуальных территорий среди всех наземных хищников относительно размера тела. Лев контролирует 200-400 квадратных километров и весит 180 килограммов. Росомаха контролирует 1000 и весит 15. Эту территорию она метит,
Специальные железы в основании хвоста выделяют мускусный секрет с очень резким запахом. Настолько резким, что одно из народных названий росомахи на английском — skunk bear — медведь-скунс. Она метит все — деревья, камни, тропы, запасы еды. Запах держится долго. Другие хищники его чувствуют и понимают, чья это территория. Одиночество — ее принципиальная позиция. Росомахи встречаются только для спаривания. Самец может посещать нескольких самок на своей территории, но вместе они не живут. Детенышей воспитывает только мать, отец не участвует никак. Но вот что удивительно. При всей своей нелюдимости росомаха — зверь с характером. Исследователи, которые работали с помеченными особями, описывают их как индивидуальностей. Один зверь осторожен и избегает людей. Другой нагло обследует лагерь в отсутствии людей и утаскивает все, что плохо лежит. Третий годами обходит одну и ту же ловушку и ни разу не попадается. Это не инстинкт, это что-то большее. И ученые до сих пор спорят, что именно. Теперь о том, за что росомаху боятся. По-настоящему боятся. Не как абстракцию, а как конкретную проблему, с которой лучше не сталкиваться. Росомаха — падальщик, но это не вся правда. Точнее будет так. Она ест все, что можно съесть, и добывает это любым доступным способом. Зимой основу рациона составляет падаль. Она находит трупы животных под снегом, учуяв их на глубине до 2 метров. Обоняние росомахи позволяет обнаружить замерзшую тушу лося под 1,5 метрами снега. Она раскапывает ее, разгрызает замерзшее мясо и кости и съедает все целиком, включая копыта, зубы и рога молодых животных. Но она и охотится. Активно, целенаправленно. Зимой, когда снег глубокий и рыхлый, росомаха преследует лосей и оленей. Не догоняет на скорости, загоняет. Часами. Лось проваливается в снег и тратит огромное количество энергии на каждый шаг. Росомаха идет по поверхности и почти не устает. Через несколько часов лось обессилен. Вот тогда росомаха атакует. Прыгает на спину, вцепляется в горло или в основание черепа. 25 килограммов против 300. И 25 килограммов побеждает. Я помню, как читал это впервые. Пришлось перепроверить по нескольким источникам, потому что не верилось. Но это задокументированные случаи. С фотоловушек, от охотников, от исследователей. Росомаха отнимает добычу у других хищников, это называется клептопаразитизм. Она находит волчью стаю у туши лося и просто входит в круг. Волки огрызаются. Росомаха не отступает. Она шипит, скалится, источает запах из желез. Волки, как правило, отходят. Не все и не всегда, но достаточно часто, чтобы это стало известной стратегией росомахи. С медведем сложнее. Медведь крупнее и агрессивнее в прямом столкновении. Но и здесь зафиксированы случаи, когда росомаха вынуждала медведя бросить добычу. Не силой, давлением. Непрекращающимися атаками, запахом, шумом. Медведь в какой-то момент решает, что добыча не стоит этого раздражения. Это и есть главное оружие росомахи. Не сила, не скорость, не удобство. Она делает свое присутствие настолько некомфортным, что противник предпочитает уйти. Есть задокументированный случай из Канады. Росомаха в течение нескольких дней преследовала медведя-гризли, раз за разом отгоняя его от туши. Медведь уходил, росомаха ела. Медведь возвращался, росомаха снова атаковала. В итоге медведь ушел окончательно. Гризли. Ушел от существа в 20 раз меньше себя. Вот что такое репутация в дикой природе. Но есть кое-что, что росомаха делает лучше любого другого хищника севера. Кое-что, без чего она просто не выжила бы в тех условиях, где живет. Она прячет еду. Росомаха – один из самых последовательных и системных кладовщиков в животном мире. Найдя тушу или убив добычу, она не съедает все сразу. Она отрывает куски и разносит их по тайге, закапывает в снег, прячет под камнями, засовывает в расщелины скал.
на расстоянии нескольких километров от основной туши. Потом возвращается к этим тайникам, иногда через недели. Память у росомахи исключительная. Она помнит, где спрятала каждый кусок. Зимой, когда снег все покрывает и ориентиры исчезают, она находит свои запасы с точностью, которая поражает исследователей. Зачем такая сложная система? Все просто. Росомаха живет там, где еды мало, и она появляется непредсказуемо. Одна крупная туша – это месяц питания, если правильно распорядиться. Съесть все сразу невозможно физически. Бросить – значит отдать другим. Спрятать – значит выжить. Тайники росомахи – это ее личный стратегический резерв. И она охраняет их яростно. Теперь о том, что росомаха делает с запасами, которые начинают портиться. Она поливает их секретом своих желез. Тот самый мускусный запах, которым она метит территорию, им она обрабатывает еду. После этого другие хищники к запасу не подходят. Запах настолько отталкивающий, что даже голодный медведь предпочтет поискать что-то другое. Это одновременно консервация и охрана. Два в одном. Росомаха всеядна в самом широком смысле. Зимой – падаль, замороженное мясо, кости. Весной – мыши, птичьи яйца, молодые олени и лоси, которые еще не успели окрепнуть. Летом – ягоды, корни, насекомые, рыба. Осенью снова все подряд, с упором на накопление жировых резервов. Она непривередлива. Совсем. Это не слабость, это суперспособность. В экосистеме, где ресурсы скудны и сезонны, тот, кто ест все, выживает всегда. Один исследователь описал росомаху так. Это существо, которое эволюция создала для того, чтобы не умирать. Не для того, чтобы побеждать в прямой схватке, не для того, чтобы бежать быстрее всех. Именно для того, чтобы не умирать при любых условиях, при любом дефиците, при любой угрозе. И знаете что? Это работает уже несколько миллионов лет. Есть вопрос, который я хочу задать вам прямо сейчас. Вы когда-нибудь видели росомаху вживую? В дикой природе или в зоопарке? Напишите в комментариях. Я искренне интересуюсь, потому что это один из самых редких зверей, которых люди встречают. Даже те, кто живет в тайге всю жизнь, видят росомаху считанные разы. А теперь о размножении. Потому что здесь природа придумала кое-что совершенно неожиданное. Росомахи спариваются летом, в июне или июле. Но детеныши рождаются только в феврале или марте следующего года. Казалось бы, обычная беременность около 8 месяцев. Но это не так. Настоящая беременность у росомахи длится всего 30-40 дней. Остальное время – латентный период. После оплодотворения эмбрион не развивается сразу. Он существует в состоянии паузы. Имплантация в стенку матки откладывается на месяцы. Это называется диапауза эмбрионального развития. Зачем? Потому что февраль – идеальное время для рождения детенышей у росомахи. К этому моменту самка уже устроила логово в снегу или под корнями дерева. Снаружи -30, внутри тепло, тихо, безопасно. Детеныши рождаются слепыми и беспомощными, весом около 90 граммов. 2 или 3, редко больше. Самка кормит их молоком несколько месяцев. В это время она почти не покидает логово. Живет за счет жировых запасов и тайников, которые заложила осенью. Вот для чего была вся эта система хранения еды. Не только для себя, но и для будущих детенышей. К апрелю-маю детеныши уже открывают глаза и начинают выходить из логова. К лету они следуют за матерью и учатся. Она показывает им, как искать падаль, как прятать еду, как маркировать территорию. Обучение длится около 2 лет. 2 года. Это очень долго для зверя такого размера. Волчата становятся самостоятельными за год, лисята – за несколько месяцев. Росомаха вкладывает в каждого детеныша колоссальное количество времени и энергии. Почему так долго? Потому что жизнь росомахи слишком сложна, чтобы обучиться ей быстро. Нужно знать территорию в 1000 квадратных километров. Нужно помнить, где тайники. Нужно понимать, как вести себя с волком, медведем, рысью.
Нужно знать, где искать еду в каждый сезон. Это не инстинкты, это знание, которое передает мать. Смертность среди молодых росомах высокая. Первая самостоятельная зима – главное испытание. Те, кто ее проходит, живут долго. В дикой природе росомаха доживает до 10-12 лет, в неволе – до 17. Но вот что интересно, росомаха в неволе – это всегда проблема, она не приручается. Совсем. Росомаха в зоопарке – это не экспонат, это катастрофа для зоопарка. Она разрушает вольеры, методично, терпеливо, без спешки. Находит слабое место в конструкции и работает с ним часами, днями, пока не появится дыра достаточного размера. Зоопарки, которые держат росомах, строят для них специальные вольеры, усиленные, с двойными стенками, с бетонным полом на глубину метра, чтобы нельзя было подкопаться. И все равно случаи побегов фиксируются регулярно. Она не успокаивается в неволе, не адаптируется, не смиряется. Продолжает исследовать границы своего пространства каждый день, как будто верит, что сегодня найдет то, чего не нашла вчера. Приручить росомаху не удавалось никому. Есть единичные случаи, когда люди выкармливали осиротевших детенышей, и те привязывались к человеку. Но это не приручение. Это личная связь с конкретным человеком, который заменил мать. С чужими все равно агрессия, все равно непредсказуемость, все равно укусы. Коренные народы Севера, эвенки, ненцы, саамы, относились к росомахе особо, не как к обычному зверю, как к чему-то большему. Саамы называли ее «дьявол тундры», не потому что боялись в буквальном смысле, а потому что не могли объяснить ее поведение рационально. Зверь, который не боится ничего, который разоряет ловушки и капканы, не попадаясь сам, который уводит добычу у существ в 20 раз крупнее себя, который появляется и исчезает, как будто его не существует, и при этом присутствие его ощущается везде. Эвенки верили, что росомаха — это дух-трикстер, существо, которое живет по своим правилам и не признает чужих. Обмануть его невозможно, победить почти невозможно. Лучшее, что можно сделать — уважать и не злить. Охотники ненавидели росомаху практически. Она разоряла капканы, съедала пойманных животных, уводила наживку. Один охотник описывал: поставил 20 капканов на соболя. Росомаха прошла по всему маршруту. Съела 19 соболей прямо в капканах. 20-й капкан унесла целиком вместе с приманкой. Сама не попалась ни разу. Это не случайность. Росомаха изучает капканы, исследует их, не касаясь, понимает механику и обходит. Именно это делает ее такой неудобной. Она обучаема. Она помнит, и она применяет то, что узнала. Теперь о том, что росомаха умеет делать физически, потому что ее тело — это отдельная история про то, как эволюция решает задачу выживания в экстремальных условиях. Выносливость росомахи не имеет аналогов среди хищников ее размера. Она способна пройти 50 километров за сутки по глубокому снегу, в мороз, без остановки. Не в исключительных случаях. В обычном режиме патрулирования территории. 50 километров — это примерно марафон и еще четверть сверху. Каждый день. Исследователи, которые отслеживали росомах с помощью GPS-ошейников, фиксировали случаи, когда зверь за 3 суток покрывал более 150 километров. Без видимой причины. Просто шел. Через горные перевалы, через замерзшие реки, через открытую тундру при минус 40. Зачем? Точного ответа нет. Возможно, патрулирование границ территории. Возможно, поиск еды. Возможно, просто потому что может. Росомаха отлично лазает по деревьям. Для зверя с такими когтями и такой мышечной массой это не очевидно. Но она взбирается на высокие ели и сосны легко. Там она может устраивать засады на животных внизу, или просто наблюдать, или прятать еду в развилках веток. Она хорошо плавает. В летнее время переплывает реки и озера без колебаний. Ловит рыбу. Не так ловко, как выдра, но вполне эффективно.
встает на задние лапы и бьет по воде передними, выбивает рыбу на берег. Зрение у росомахи среднее. Она не видит так далеко и четко, как орел или волк. Но обоняние компенсирует все. Она чует запах на расстоянии нескольких километров. Под снегом, через кору дерева, сквозь мороз. Именно обоняние – ее главный навигационный инструмент. И вот что меня поразило больше всего в физиологии росомахи – ее метаболизм. Росомаха не накапливает жир так, как медведь перед спячкой. Она не может позволить себе роскошь спячки. Территорию нужно патрулировать круглый год. Вместо этого ее организм работает в режиме постоянной высокой эффективности. Она извлекает из пищи максимум, переваривает кости, хрящи, шкуру. То, что другие хищники бросают, росомаха съедает и усваивает. Желудочная кислота росомахи исключительно агрессивна. Она растворяет то, что не растворит желудок волка или медведя. Это позволяет ей питаться тем, от чего другие отказываются. Старая падаль, замороженные останки, кости с остатками мозга. Ничего не пропадает впустую. Это принцип, по которому работает весь организм росомахи. Росомаха и человек. Эта история длинная и не всегда приятная для обеих сторон. Исторический ареал росомахи и ареал человека пересекались там, где жизнь была тяжелой для обоих. Крайний север, тайга, тундра. Место, где выживание требует одинаковой жесткости и от зверя, и от человека. Может быть, поэтому между ними сложилось такое своеобразное взаимное уважение. Не любовь, именно уважение. Коренные народы никогда не истребляли росомаху целенаправленно. Охотились, да, ценили мех, но не устраивали облав, не пытались вывести ее из своих угодий. Понимали, этот зверь – часть системы, и система без него работает хуже. Европейские колонисты в Северной Америке думали иначе. В XIX и начале XX века росомаху истребляли активно, как вредителя, как конкурента, как существо, которое разоряет капканы и крадет добычу. К середине XX века росомаха исчезла из большей части своего исторического ареала в США. Из скалистых гор почти полностью, из Сьерра-Невады полностью. Осталось только на Аляске и в северных районах скалистых гор. Потом люди начали думать иначе. С 70-х годов в США и Канаде начались программы защиты росомахи. Охота была ограничена, потом запрещена в ряде штатов. Исследователи начали изучать зверя систематически, с радиоошейниками, с фотоловушками, с долгосрочным мониторингом. И выяснили то, чего не знали раньше. Росомаха – индикаторный вид. Это означает, там, где есть росомаха, экосистема здорова. Ей нужна большая нетронутая территория, разнообразная дикая фауна, глубокий снежный покров для устройства логовищ. Если росомаха исчезает из района, это сигнал, что-то нарушено. Либо охота, либо фрагментация среды обитания, либо климат. А вот с климатом у росомахи сейчас серьезные проблемы. Росомаха устраивает логово в глубоком плотном снегу. Детеныши рождаются в феврале, и первые месяцы жизни проводят в снежной норе. Снег – это изоляция, защита от хищников, стабильная температура внутри. Без глубокого снега логово невозможно. Глобальное потепление сокращает снежный покров на севере. Весна приходит раньше. Снег тает быстрее. Логово разрушаются прежде, чем детеныши достаточно окрепли. Смертность среди молодых росомах растет. Моделирование климатических изменений показывает, к концу века подходящий снежный покров для размножения росомахи в США сократится на 70%. 70%. Это не постепенное давление, это удар по самому уязвимому звену жизненного цикла. Напишите в комментариях, знали ли вы о том, что климат угрожает росомахе именно через снег? Это один из самых неочевидных механизмов воздействия потепления на диких животных. И один из самых тревожных. Есть несколько фактов о росомахе, которые я приберег напоследок.
потому что они не вписываются ни в один раздел. Они просто поражают сами по себе. Росомаха издает звуки, которые не ожидаешь от этого зверя. Низкое рычание, да, это понятно. Но она также издает что-то похожее на вой, на кашель, на птичий крик. Молодые росомахи, играя, издают звуки, похожие на смех. Не метафорически, буквально. Серия коротких отрывистых звуков, которые исследователи описывают именно так. Существо, которое внешне выглядит как воплощение угрозы, играет и смеется. Росомаха любопытна до безрассудства. Это не преувеличение, это задокументированное поведение. Она исследует все незнакомое. Брошенная палатка, оставленный рюкзак, лагерь без людей. Все это росомаха обследует методично и тщательно. Не потому что голодна, потому что интересно. Исследователи из Канады описывали случай. Оставили на несколько часов оборудование на льду замерзшего озера. Вернулись, росомаха разобрала рюкзак, вытащила содержимое, понюхала каждый предмет, унесла перчатки и термос. Научные журналы в пакете не тронула. Очевидно, неинтересно. Росомаха и собаки – отдельная тема. Охотничьи собаки чуют росомаху и, как правило, отказываются преследовать. Опытные лайки, которые без колебаний идут на медведя, останавливаются перед росомашьим следом. Собаки чувствуют что-то, что люди не чувствуют. Что именно, неизвестно. Запах? Особый характер следа? Или просто репутация, которая передается от поколения к поколению охотничьих собак? В культуре росомаха оставила заметный след. Персонаж Marvel Росомаха Логан назван не случайно. Авторы выбирали имя, которое символизирует несокрушимость, регенерацию, одиночество и абсолютную боевую эффективность при небольшом размере. Реальная росомаха подходит под это описание без всякой фантастики. Штат Мичиган в США неофициально называют штат росомахи – Wolverine State. Спортивные команды Мичиганского университета носят это имя. Почему именно росомаха? Потому что в XIX веке Мичиган был известен пушной торговлей, и мех росомахи ценился выше всего. Один зверь – символ целого штата. В Скандинавии росомаха фигурирует в саамском фольклоре как существо-трикстер – умное, непредсказуемое, живущее по своим правилам. В норвежском языке ее название «фьелрев». Нет, это писец. Росомаха по-норвежски «ерф». Слово, которое не переводится буквально. Оно просто означает этого конкретного зверя. Как будто росомаха настолько уникальна, что потребовала собственного слова, не связанного ни с чем другим. И последнее. Росомаха – единственный крупный хищник, для которого до сих пор нет надежного метода учета численности. Она слишком редка, слишком осторожна, слишком подвижна. Мы знаем примерно сколько их, именно примерно. Зверь, живущий рядом с нами тысячи лет, до сих пор остается в значительной мере загадкой. И это, пожалуй, самое росомашье из всего, что о ней можно сказать. Медведь весит в 20 раз больше. Волк быстрее, рысь ловчее. Но когда росомаха выходит к добыче, все трое уходят. Мы прошли весь путь от этого парадокса и теперь знаем ответ. Дело не в силе, не в скорости, не в размере. Дело в том, что росомаха приняла решение никогда не отступать. И держится этого решения абсолютно, без исключений, без переговоров. Это существо весом в 15 килограммов контролирует 1000 квадратных километров тайги. Помнит каждый тайник под снегом. Перекусывает кости, которые не под силу волку. Обучает детенышей 2 года. Разбирает капканы, не попадаясь в них. Выживает при минус 50 без спячки и без жалоб. И при этом играет, смеется. Из любопытства разбирает чужие рюкзаки. Живет по своим правилам настолько последовательно, что народы Севера приняли ее за духа. Может быть, они были правы. Росомаха не нуждается в нашем восхищении. Не нуждается в нашей защите в том смысле, в каком нуждаются более мягкие существа. Но она нуждается в том,
чтобы мы не разрушили последнее, что у нее есть — снег, тайгу, тишину и пространство. 50 километров в сутки. По снегу. В одиночку. Без цели, которую мы способны понять. Просто росомаха. Просто идет.